Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире новости игрового мира. В конце 2023-го авторы The Last of Us отменили мультиплеерный спин-офф с подзаголовком Factions. Причем отменили не на какой-нибудь ранней стадии. Проект уже был играбелен, а по словам бывшего руководителя PlayStation Шухея Йошиды, так вообще отличным был. Что же случилось? Ну, во-первых, спецы из Bungie, которых Sony направила на проверку жизнеспособности тайтла, посчитали, что игра в долгосрочной перспективе не сможет удержать пользователей. А во-вторых, если б Naughty Dog все-таки выпустила Factions, то это могло стать для нее проблемой. Ну, вы прикиньте, вот удался бы ей мультиплеер, и студию запрягли бы и дальше работать с играми-сервисами, чего команде ой как не хотелось. Когда Bungie объяснила, что потребуется разработчикам, чтобы полностью реализовать многопользовательский проект, коллектив понял, что в таком случае он бы не успел выпустить Intergalactic The Heretic Prophet. Это вот их недавно анонсированная новая игра. Так что пришлось сделать выбор не в пользу мультиплеерной тлоу. Вот уже 6-й год Riot Games работает над MMORPG по вселенной League of Legends. В марте 2024-го разработку перезапустили, что как бы недобрый знак. Однако сооснователь Riot Марк Меррилл говорит, что все норм. Дескать, среди всех проектов компании MMO он посвящает больше всего времени. При этом он даже примерно не представляет, когда игра будет завершена. Меррилл лишь надеется, что проект выйдет в релиз раньше, чем люди полетят на Марс. Вообще выкатывать даже сейчас, в 2025-м, онлайн-игру, это как-то, рискованно. Неспроста вон Sony почти все свои проекты-сервисы поотменяла. Но Марк уверен, что игра Riot будет годной, и те, кто соскучился по хорошим тайтлам жанра, обязательно в нее залетят. По мне так, чем скорее выпустят, тем лучше, пока хайп по Аркейну до конца не выгорел. 4 марта фанатов грандиозного хищения Авто 5 ждет глобальное обновление на ПК. Короче, Next Gen апдейт, который уже навернули на консоли. По большей части обновочки ждут онлайн режим. Тут вам и новый транспорт, и дополнительные гонки, встречи с бродячими животными на юге Сан-Андреаса, функция отслеживания преступлений, подписка GTA Plus с бонусами, 4 ляма денег для новичков и улучшенная защита от читеров. Ну и графон, конечно, подтянут заодно. Будет повышенная производительность, ускоренные загрузки, поддержка ультрашироких моников, новое глобальное освещение с волшебными лучами и поддержка FSR и DLSS. Но учтите, что новый графений потребует больше ресурсов от вашего железного друга. Системки можете чекнуть по ссылке в описании. Если не потянет или вы из принципа захотите остаться на текущей версии, не проблема, просто не качайте патч. Вот только вы тогда не сможете коннектиться к тем, кто обновится. В процессе апдейта всем игрокам дадут единожды перенести свой прогресс. Продолжение Cyberpunk 2077 все еще на ранней стадии, но в то же время некоторые идеи, которые CD Projekt Red собирается воплотить в свежем тайтле, просачиваются в сеть. Так, например, из нового списка вакансий стало известно, что студии требуются специалисты, способные помочь ей создать самую реалистичную на сегодняшний день систему толпы. Проджекты еще в первом Киберпанке хотели сотворить правдоподобное городское окружение, в том числе поведение толпы, вот только на релизе все работало через пень-колоду, и только с патчами все это безобразие было приведено в приемлемый вид. Будем надеяться, что полученный опыт не пропадет зря, и новый Киберпанк войдет с ноги, а не с полшишечки. В данный момент для разработки разыскивается старший дизайнер уровней, просто дизайнер уровней, старший UI-программист, старший программист анимации, старший программист игрового процесса и, угадайте, какой правильно, старший аниматор игрового процесса. Dune Awakening получила новый трейлер с анонсом даты выхода. Игра стартует 20 мая, пока только на ПК. Но на PS5 и Xbox Series ее тоже подвезут, просто попозже. В бесплатном бенчмарке можно проверить, какие настройки потянет твой компудактер, а также подергать ползунки в редакторе персонажа. Пробник доступен в Steam. В Dune Awakening мы отправимся на планету Аракис, чтобы выживать, искать приключения на своей жопке и раскрыть тайну исчезновения фрименов. Из особенностей можно будет составлять собственные чертежи для строительства, а потом продавать их другим игрокам. Классов в Дюне нет. Лепи героя как вздумается, играй как хочешь, лишь бы в желудке у Шейхулуда не оказался. Ну и в фракционных войнах тоже стоит быть поосторожнее.
Косарная пауза. На этой неделе награды удостаивается Кремастер, который забурился в исторический контекст Red Dead Redemption 2 и попытался разобраться, о чем на самом деле с нами говорит игра. А еще одну косарямбу забирает Ион Мур 228, отправившийся на поиски той самой игровой души в Life is Strange, благодаря которой тайтл достучался до сердечек игроков. Спасибо за годные блоги, ждите тук-тука в личку на сайте. Уютный симулятор жизни простого среднестатистического хоббита Tales of the Shire 25 марта не выйдет. Вот так вот. Да, это уже второй перенос, и не на какие-нибудь 1,5 месяца, а чуть ли не на полгода. Новая дата 29 июля. Дополнительное время необходимо, чтобы мы почувствовали себя в игре как в родном бэкэнде, на какой бы платформе проект не подрубили. Если кто пропустил, Tales of the Shire позволит нам создать собственного хоббитца образца Толкиновского Средиземья, а затем привести Шир к процветанию. Украшаем нору, ухаживаем за садом, ловим рыбу, собираем дикие фрукты, занимаемся торговлей и угощаем соседей вкусной домашней едой, чтобы улучшить с ними отношения. Знаете, вот если в игре не будет музыки Говарда Шора, или хотя бы максимально близкой к его шедевральному саундтреку из «Властелина колец», я не знаю, что сделаю. Tales of the Shire выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Грустно, но перевод на русский не заявлено. Гендиректор Hasbro с интересной фамилией Крис Кокс заявил, что в разработку пустили новую AAA-игру по одной из ключевых франшиз компании, а ответственными за нее назначили авторов Warhammer 40 000 Space Marine 2 из питерского отделения Saber. Судя по анонсу, это будет динамичный одиночный экшен от третьего лица с потрясающим мультиплеерным режимом и технологией Swarm от Saber, то есть той самой, которая позволяет генерить умопомрачительные толпы врагов, как было в World War Z и, собственно, в Space Marine 2. А вот что за франшиза такая, умалчивается. Это может быть и Magic the Gathering, и Dungeons and Dragons, и Трансформеры, и упаси Мегатрон Power Rangers. В общем, в закромах у Hasbro полно козырей. Какой из них она достанет, узнаем только во время анонса. Свою первую душевную, а кому душную игру серии Souls, конкретно Demon's Souls, From Software разрабатывала при участии Sony. Сложность игры и неудачные плейтесты убедили Sony, что тайтл не добьется успеха по миру. В итоге проект они издали только в Японии, а за рубежом это дело поручили уже Atlus и Bandai Namco. Так вот, уже упомянутый сегодня Шухей Йошида поведал, что Sony была готова и продолжение издать, а вот Фромы отказались, потому что обидно было, ну еще бы. В итоге разработчики договорились с Bandai Namco и вместо Demon's Souls 2 выпустили Dark Souls сразу во всем мире. А когда обидка на Соньку прошла, с ней снова сколабились душники и запилили Bloodborne. Такая вот true story вам на дорожку. Если вдруг вам показалось, что новостей было мало, идите на сайт stopgame.ru и читайте больше новостей. А там еще и свежий видос от Веса про Kingdom Come 2 и статья Кирилла Волошина про самые ожидаемые RPG, про которые мало кто знает. В общем, смотрите, читайте, да добра наживайте. Хороших выходных!